вышел из дома. И я просто удивлен тому, что нету людей. Да, кажется, я просто рано вышел из дома. Сегодня четверг, 26 марта. Все нормально, людей довольно много. Ну ладно. Все едут на работу по своим делам. Хотя вот уже люди есть и в масках. Ну вот, друзья, я на Горьковской. Все в норме. Ну что, друзья, вы как видите, вроде все в порядке. Мы сейчас на Горьковской. Точнее, я сначала был один, но теперь смотрите, кого я встретил. Кто еще не боится вируса? Место встречи изменить нельзя. Станция метро Горьковская, рядом с Невой, свежий воздух. Идем снимать город. Будем радовать вас хорошими кадрами. Друзья, мы сегодня покажем вам город, покажем, как обстоят дела в Санкт-Петербурге, потому что я знаю, что многие из вас сейчас сидят дома. У нас тоже со следующей недели, точнее с субботы, объявлены каникулы. Но на самом деле это, наверное, карантин, правильно сказать? Да. Я еще, знаешь, что хотел сказать? Почему, собственно, я сегодня встал так рано утром? Потому что вчера в комментариях я увидел такой добрый совет от наших друзей. Написано, что если мужчина рано встает, то его ждет удача. А если женщина рано встает, то она может многое успеть. И вот сегодня мы, вопреки, встали уж совсем рано. Давно мы так не поднимались. Вот, чтобы Саша, это я думаю, что ты можешь про себя сказать. Я каждый день так встаю. Кто-то напишет, что это такая не очень правильная гражданская позиция, что все должны сидеть дома. И действительно, друзья, все должны сидеть дома. Кроме журналистов. Кроме тех ребят, которые хотят своим друзьям показать, что происходит на улице. В общем, суть вот в чем. За вас пойдем на улицу мы. Что это у нас? Музей политических историй. Слушай, а случайно не с этого балкона Есенин выступал? Выступал. Выступал. Не, выступал не с этого. Не, а кто-то еще же там выступал, да? На этом балконе, знаменитый балкон. Есенин точно в этом участвовал. А как звали балерину? Подругу Есенина? Айседора Дункан. А, так это она выступала, значит, точно. Вот с этого балкона. Наверное. Мне сейчас сразу вспомнилась другая балерина, которая могла. Саша, Да. привет, А что делаете? Что, уже съемка началась, что ли? Да не, вот так просто бэкстейдж. О, сегодня с пенкой. Вань, что у нас за задача-то сегодня? Ага. Покажем, как обстановка. Сегодня 26 марта, да? 8 Ага. утра. Вот сейчас все настроим. Подключим микрофоны. То есть велика вероятность, что звук будет нормальный в этот раз. Шансы есть, но это не точно. Подожди, а кто главный режиссер получается? Александр Викторович? А почему ты подсказываешь ему? Не верю я в системе Станиславского. верю. Да? Думаешь, что моя петличка ловит твой голос? А я думаю, что моя. Моя ловит. Все. Я правильно понимаю, что это самая же большая, самая крупная улица нашего города? На ней никогда не останавливается движение, а я тем временем покажу вам Казанский собор. Кто следит внимательно за нашим инстаграмом, то я очень часто здесь гулял и показывал. Летом здесь было очень много всевозможных выставок, фестивалей, и эта улица никогда не пустовала. А в этот раз только лишь одинокий памятник Гоголю. Смотрите, какой красивый плафон. Сколько раз ходил по Невскому, никогда не замечал. Все-таки, друзья, красота в деталях. Старейший музыкальный магазин. Прямо на Невском проспекте. Мы сейчас находимся с башней Зингера. Разумеется, саму башню я вам показать не смогу, потому что нахожусь прямо под ней. А вот красивый вход с узорной кованой решеткой показать смогу. Это башня Зингера. Та самая знаменитая, которую все фотографируют, когда наступает ночь. Почему? Потому что она светится. Также говорят, по легенде, с этой башни
Павел Дуров разбрасывал 5000-ные купюры, чем привел в ажиотаж многих зевак Невского проспекта. Собственно, мы находимся прямо на канале Грибоедова. Вот он под нами. Мы находимся на мосту. Обратите внимание, льда уже нет. Да, а вот то здание, про которое вы спрашивали, называется «Спас на Крови». О, как я удачно включил камеру. Очень сложно пройти мимо красивой машины и не заснять ее. Кажется, несмотря даже на то, что мы столько петличек с тобой запасли, звук вряд ли будет хорошим. Ничего, потому что люди привыкли. для того, чтобы был хороший звук, звук либо должен быть, либо... А если его нету, то он и хорошим быть не может. Таша, а ты помнишь, нам написали комментарий недавно, что что вы снимаете в каком-то, мне не нравится ваша студия, дизлайк, помнишь? Да. Смотри, вот на этом здании написано «Аренда». О, нам подходит. В самом центре Питера. И ходить далеко не надо будет. Думаешь, подойдет? Да, конечно. Вот на солнышке вообще супер. Так, О! Жалко, сегодня рабочий день. посмотри, да, что происходит. Людей почти нету, друзья. 5.09, да, уже получается концерты на сентябрь, да, октябрь. О, Вань, всегда мечтал сделать звонок бесплатно. Но что можно сказать, люди в масках есть. Довольно много. Слушай, смотри, а пассаж открыт, что ли? Саша открыт. Вот, нормально. Вот здесь, Вань, в этом месте есть чебуречная, очень вкусная. Брынза? Да. Они же нам не заплатили за рекламу. Только ты назвал название, я сказал просто чебуречная. Ну ладно, да, там очень, очень вкусные чебуреки на самом деле. Я знаю, что вот это вот справа, это библиотека. И туда можно получить билет, любой может получить туда билет. И там постоянно проходят различные выставки, и можно увидеть книги, которым 200-300 лет. И даже я тебе скажу, что если у тебя есть, если ты работаешь над каким-то текстом, ты можешь получить разрешение, взять эту книгу и полистать. Но для этого, но просто так, ну, каждому попавшемуся первому не дадут. То есть, если ты работаешь над каким-то научным проектом, ты можешь эту книгу запросить, пишешь запрос, тебе дают, и ты можешь там ее почитать. И там есть не только книги, там есть рукописи. Понимаешь? 17, 18, 19 век. Знаменитый старейший кинотеатр «Аврора». Я думаю, что не менее интересная экскурсия была бы для наших друзей. Вот как раз по таким дворикам питерским. Почему? Потому что очень много секретов, очень много тайн таят в себе эти дворики с богатой историей. Мы вообще можем, Вань, с тобой знаешь, что задумать? Цикл легенд. Ты знаешь, что есть Да. легенды Петербурга? Легенды и мифы Санкт-Петербурга. Вот, брать какую-то за основу легенду или миф и, соответственно, его рассказывать нашим друзьям и потом ехать на место события, показывать, что могло повлиять на тот или иной миф. Это же лифт, Вань, правильно? Уже сделали, придумали. Да. Слушай, такое ощущение, что дом готовится к взлету. Видишь, сколько турбовентиляторов. А между прочим, внутри, смотрите, обычная жизнь. Скамеечки, лавочки, велосипед припаркованный детский. Кто-то даже елочку в горшке посадил. Ну, наверное, здесь нету жилых квартир. Ты думаешь? Я А думаю, чей велосипед где? я думаю, здесь офис. А ты был когда-нибудь в этом кинотеатре? Что? Был когда-нибудь в этом кинотеатре? Нет. Не было, а я был. Тут очень вкусный попкорн. А вот бабушка же идет, может быть, она здесь живет. 100%.
Да, слушай, я вот и вижу там еще эти номера квартир. То есть здесь люди живут. А, кстати, смотри, кинотеатр-то закрыт. А, вот так. Даже кино постигло напасть. В общем, что можно сказать, подводя итог? Такой итог, да. В Петербурге хорошая погода. Немножко отмерзли руки. Но если выйти в перчатках, то очень даже неплохо. Паники нету. Паники нет, максимальное спокойствие. Улицы пустые. Людей действительно стало меньше, но может быть это связано с тем, что еще рано. Надо будет, если друзьям нашим будет интересно, мы еще вечером выйдем, поснимаем. Вот. Ну, можно еще сказать, знаешь что? Машин мало, меньше намного. Давай покажем на прощание Манежную площадь, Караванную улицу и Манежную площадь. Бонус. Бонусом, да, для тех, кто досмотрит эту передачу до вот этого момента. Я знаю, что такие есть. Большой привет такой маленькой африканской стране Бурунди, которые смотрят 100%. У них глубина просмотра 100%. Это значит, что они досмотрят до самой последней секунды. Вас мало, друзья, но я знаю, что вы нас смотрите. Большой вам поэтому привет. Смотри, как тихо, спокойно Куда сразу, ты да? меня завел, Вань? Только Я даже не обратил внимания. это Караванная улица, это... Легендарный магазин «Маска». Я помню, в студенчестве здесь закупал постоянно грим. Давай зайдем в колодец. Кисти, закупал маски, парики. Ну это такой еще элитный, да? Ну да, смотри, какой тут красивый. Здесь смотри, как все, ну, как широко. Лифт поехал. Как будто другая жизнь совершенно. Я думаю, тут ночью красиво, когда фонари загораются. Очень атмосферно. А мы продолжаем наше путешествие по какой улице? Караванной. Развивается флаг России и герб Петербурга. Все заставлено машинами, конечно. Саша, ты представляешь вот это вот здание с такими фешенебельными шторами и окнами? Это Санкт-Петербургский технический колледж коммерции и управления. Да. Да. А что это они все зашторено? Чего они от нас Представляешь, скрывают? сидишь в кабинете, изучаешь коммерцию, и там такие шторы, такое убранство. Да. Сразу коммерческая жилка просыпается, я бы так сказал. Меня всегда радуют вот такие балконы. Вот почему именно здесь балкон? Вот целый дом здоровый, а балкон только один. Все-таки получается, у нас сейчас в новостройках о людях как-то побольше заботятся. Там у каждой квартиры есть балкон. Саша, я думаю, что принцип не изменился, потому что и как и раньше был один балкон на семью, так и сейчас. Просто чуть-чуть площадь уменьшилась. А, вот это что. Ну вот Я это сразу вот это не догадался. Дом книги, Вань. Ой, дом кино. Дом кино. Прости. А ты был там? Да, я даже ходил на показ. Только не помню, правда, что за кино я смотрел там. А, я помню, что я там был в кафе, в ресторане при доме кино. Очень, кстати, там красиво, роскошно и здорово. Слушай, я тоже был в кинотеатре «Родина». Один раз, по-моему. Я таким образом прогуливал зоопарк. Прогуливал Мы с зоопарк. классом пошли в зоопарк, Ага. а я в это время пошел с девушкой на свидание в кинотеатр «Родина». О, и что за кино вы смотрели? Да ты думаешь, я помню, что? Ясно. А я вспомнил, я был здесь, по-моему, Я же с девушкой был. то ли «Ночь пожирателей» рекламы. Ну что, Саш, давай подводить итог. Да. Прекрасная прогулка у нас получилась по Петербургу. Я обратил внимание на такие детали, на которые раньше даже не обращал внимания. В очередной раз убедился, что Петербург один из самых красивых городов, которые мне удалось видеть. Но людей действительно стало меньше, значительно.
Большая часть, наверное, сидит дома. Кто-то, может быть, даже посмотрит нашу сегодняшнюю передачу. Но паники не чувствуется, все работает, да? Все в порядке. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее жизнь в Петербурге восстановится в полном объеме и как можно больше улыбчивых, счастливых горожан и туристов вновь появится на Невском проспекте. И всем, наверное, нам надо порекомендовать, чтобы оставались дома наши друзья. Да, Вот, потому что... в целях В безопасности. целях безопасности. Но а если надо будет, то мы выйдем на улицу и покажем правильно все, что нужно. Абсолютно верно. Можете нам написать, что показать, мы для вас это сделаем. Берегите себя и своих близких.